Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, с вами Александр, вы на канале «Давай запишем». Наша очередная встреча – это снова разговор о студийном звуке или о мониторах. И сегодня у нас в гостях новый игрок на рынке мониторов – Kali Audio и один из представителей линейки LP6. Начинаем. Чтобы нашим новичкам не было скучно и одиноко, им сегодня составят компанию уже достаточно известные JBL 306P MK2. По каким-то отдельным показателям они достаточно близки к нашим Kali Audio, но отличия все-таки есть. Об этом сейчас и поговорим. И, разумеется, сравним их по звучанию на фоне саунда оригинального трека. Но, как всегда, для начала несколько слов о производителе этих новинок. Это американская компания, созданная в январе 2018 года в Калифорнии. Естественно, с самыми талантливыми специалистами в области профессиональной аудиоиндустрии. Понятно, что было бы странно, если бы я сумел найти какую-то другую информацию. Ладно, шутки в сторону. Каждый из своих продуктов, а их сейчас пока 3, изобретатели решили называть в честь какого-то города Калифорнии, что в общем-то является серьезной претензией на высокое качество продукта, поскольку опозориться им теперь никак нельзя. Может пострадать авторитет и города, и штата, а этого им уж точно патриоты USA of таки Америка не простят. Итак, рядом со мной Kali Audio Lone Pine 6 и 306 PMK2 от JBL. Находим у них общее. Две полосы, внизу динамики по 6,5 дюймов, сверху 1 дюйм. Частотный диапазон у Kali от 39 до 25 тысяч, у JBL от 39 до 24 тысяч Гц, что в принципе почти одно и то же. И кроссоверы, соответственно, на 1500 и на 1425 Гц, что тоже очень похоже. Внутри этих колонок запечатаны усилители класса D, а вот то, как они раскачивают эти мониторы, уже не выражается одинаковыми величинами. Kali Audio в паре разгонятся до 80 Вт, JBL аж до 112. Так, что у нас дальше? Фазоинверторы у Kali спереди, у оппонентов сзади, что говорит о том, что с расположением JBL придется поиграть. По коммутации также есть небольшое отличие. У 306P нет небалансного соединения, но это не такой большой страх, хотя когда присутствует полный комплект гнезд, оно все-таки как-то повеселее. Но еще один момент, который отличает эти колонки друг от друга, это вес. Kali Audio 7 кг одна штучка, JBL 306P MK2 6 с небольшим. Разница несущественная. Ну а теперь перейдем к возможностям настроить звук мониторов в зависимости от наших условий и способов установки. Видим, что и те, и другие имеют на задней стороне управляемый граничный эквалайзер. Но у Kali он достаточно шире по настройкам. Здесь предусмотрены 8 самых популярных способов расположения мониторов, и как минимум один из них вам должен обязательно подойти. Что касается JBL, то тут несколько проще. Пару позиций на высокие частоты и пару на низкие. Но, возможно, там все так заточено, что этого будет вполне достаточно. Ну и последнее, что нельзя не отметить, это управление громкостью. И здесь оно, слава богу, есть. Ну а теперь, друзья, переходим к нашему тесту, пытаемся услышать разницу, оценить звук и, возможно, понять, почему Kali дороже JBL аж на 5000 рублей. Слушаем.
Дорогие друзья, финальное резюме. Сложно делать какие-то выводы, когда слышишь практически одинаковый звук. Возможно, только у Kali Audio он оказался каким-то более компактным и собранным. Но не забываем, что мы свои эксперименты ставим в помещение, которое не совсем под эти цели приспособлено. И плюс то, что у обоих этих экземпляров есть настройки, которые наверняка помогут найти оптимальное звучание в определенном помещении. И последнее, что хочется сказать, все-таки шестерки звучат побогаче пятерок. И более того, в наших небольших комнатах, метров 12-14, они будут вести себя, на мой взгляд, просто отлично. Ну а теперь слово за вами, дорогие наши друзья. Пишите, делитесь впечатлениями и задавайте вопросы, если они у вас появились. На этом все. Спасибо, что вы с нами, и до новых встреч на канале «Давай запишем». Может пострадать авторитет. Ну что же. По-братски, да? Угу. Авторитетный Александр, давай. Нет у меня? Нет. Дорогие друзья, финальное резюме. Очень долго, да? Да нормально было, честно.